В этом видео мы продолжим говорить про сплайны, пути и Vertex процессор. Сначала рассмотрим пример, где я применял ноду Vertex процессора, потом создадим свою ноду Path Range Select на основе системной ноды Path Select. Далее рассмотрим более сложные формы для маскирования контуров и будем избавляться от багов, которые, возможно, будут на вашем пути. Плюс ко всему повторим тему с функциями. Будем создавать файл с функциями для постоянного использования. Дальше давайте рассмотрим пример. Пример материала, где я покажу, как я использовал все эти методы. Так, я поставлю цилиндр. Значит, я сделал вот такой вот материал. Полностью по контуру, по сплайнам. То есть, получается, изначально у меня была нода Shape, круг. Здесь я Reaction Diffusion применил. Здесь я трансформировал ее, уменьшил вдвое. И дальше через Edge Detect выделял масками. И у меня получилась вот такая вот форма. Дальше я применил Mask to Path. И уже, то есть если мы превью посмотрим. Вот у меня все пути. Вот. И уже от нее я делал формы отдельно бусинок, отдельно вот такого вот рисунка. Вот смотрите, получается вот этот вот шов, как я его сделал. Изначально, давайте я сейчас закину сюда превьюшку. Изначально у меня вот такой вот контур был. Я по нему пустил большие круги. И уже потом заново прогнал Mask to Paths. Сделал вот такие вот контуры дополнительные. И уже дополнительные контуры в Vertex процессоре я двигал. То есть смотрите, я сейчас, получается, я взял предыдущую позицию пикселей и следующие. Находил вектор нормали к текущей точке. И уже от вектора нормали находил перпендикулярный вектор. Перемножал его на знак тангенса угла, чтобы у меня всегда направления нормали смотрели в одну сторону. Потом я нормализовал вектор, вот здесь вот нормализация вектора, и перемножил на какое-то число. И у меня получилось, если я возьму, проверю, у меня они увеличились. То есть изначально были у меня вот такие, потом вот такие. Ну и уже потом по ней я пустил шовчики. Так, с этим рисунком разобрались. Следующий. Так, здесь я форму маскировал. Здесь получается большой шов. Так. Вот большие швы. На самом деле вот они. В плане контуров и сплайнов тут нет никакой хитрости, кроме одной. Я тут использовал свою собственную ноду Select Range Path. Я ее переделал из ноды Path Select. Из этой ноды. И сейчас покажу как. Чуть-чуть попозже. Так. Здесь у нас бисер. Как я его делал? Получается тут на вход у меня подавался круг. Здесь я использовал мелкий шум. Все засунул в Vertex процессор. И получается здесь я точно так же, как с кружками. Я находил касательные вектора, находил перпендикулярный вектор к нему, нормализовал. И только потом нормализованный вектор я перемножал
на входящий шум, вот на эту карту. И у меня какая-то точка от центра улетала сильнее, какая-то слабее. И получилась вот такая вот рваная форма. То есть изначально было вот так вот, стало вот так. И по этому пути я раскидал большие формы кружков. И уже работал с ними. Дальше тут по маскам. Здесь ничего особенного нету. Это дерево смешивания всего. Здесь base color, здесь roughness. Ну и тут по мелочи. Так, давайте вернемся к этим двум швам. В дизайнере есть нода. Так, давайте я сейчас ее вытащу. PavSelect. Что она делает? Давайте сразу на превью посмотрим, что она будет делать. Она может выделять отдельные сплайны по ID, что по умолчанию стоит, либо по длине смотреть. Если сплайны больше данной длины, то показывается. Если меньше, то не показывается. И можно инвертировать это туда-обратно. То есть, если я поставлю где-то значение вот так вот, к примеру, сейчас стоит сплайны, которые больше размера 0,87, они будут показываться. Остальные у нас, если мы инвертнем, вот эти мелкие сплайны, они пропадают. Ну и туда-сюда можно переключаться. А у меня получается эти два шва, если я верну все, то они у меня не подряд идут. Они у меня один идет вот этот шов, а второй вот этот шов. Каким образом я их выделил? Я их выделил на самом деле отдельно. Вот здесь я выцепил одну длину сплайна. Вот вы видите, у меня один сплайн выделен. И здесь другой. Причем на самом деле тут не один сплайн выделен, а раз, два, три, четыре сплайна на самом деле выделено. И точно так же, если мы проверим превьюшку, я выделил вот эти сплайны. Каким образом я выделил? Меня не устраивало то, что эта нода могла использовать только больше или меньше. Я решил сделать диапазон. То есть в каком-то диапазоне я могу выделить сплайны. Каким образом я это сделал? Тут внимание сейчас. Сейчас главное все закрыть. Все проекты мы закрываем. Открываем пустой проект. Вытаскиваем отсюда ноду. PavSelect. Заходим в ее референс. И мы видим, что у нас открылся проект с этими нодами. Тут все ноды по путям, плюс ко всему все функции. Все это залочено, потому что эта нода встроена в дизайнер. Каким образом избавиться от замка? Нужно просто перезаписать файл в другую папку. Смотрите, мы сейчас будем записывать вот в эту папку. У меня в проекте, вот здесь в библиотеке есть путь. Я сюда закидываю ноды, которые, если там лежат, то можно найти через поиск, через пробел. Если у вас нету такого пути, то сделайте его. К примеру, это diskd, там substance lib назвать ее можно. И активировать надо. После этого я выделяю эту ноду. Так, этот проект я закрываю. Я нажимаю на правую кнопку мышки, выбираю «Скопировать как копию». Открываем папку, которая у нас в наших настройках как библиотека. И называем ее, допустим, не PavTools, а temp PavTools, к примеру. Нажимаю «Сохранить». Все, нода там сохранена. Теперь я закрываю этот проект и открываю эту ноду отдельно. Я захожу в нашу библиотеку с нодами, открываю ее тут. И теперь у меня все замки сняты. Так как этот граф лежит у нас в библиотеке в нашей, то все ноды будут видны в поиске. И они у нас будут дублироваться. То есть, если я введу pav to spline, к примеру, или вот pav
2D Transform, мы видим, что тут две ноды стало. Одна вытаскивается отсюда, вторая из библиотеки Substance. Чтобы такого дублирования не было, сейчас мы каждую выделим ноду, и в атрибутах мы уберем значение показывать в библиотеке. Ну и плюс ко всему можно, чтобы не экспортировалось в SBSR файл. Проделаем так с каждым инструментом контуров. Так. Здесь тоже no. Их можно было удалить, но на самом деле, так как я буду сейчас переделывать ноду SelectPath, возможно, я в будущем буду переделывать еще какие-то ноды, поэтому я их пока скрою, а потом, если надо будет, то я их переделаю и открою в библиотеке. Теперь мы дошли до этой ноды, ее мы тут оставляем. Но нужно переименовать. Мы тут назовем, допустим, 2 SelectPath и тут тоже 2 PathSelect, чтобы как-то отличалось. Или даже нет, не в начале, а в конце поставим 0.2 и здесь 0.2. Дальше остальные графы мы также отключаем из библиотек. Здесь все функции отключены из библиотек, то есть они локальные именно для этого проекта. Поэтому их тоже отключать не надо, у них тут все отключено. И теперь смотрите, если я вобью в поиске... сейчас я сохранюсь. Так, теперь мы сохраняемся. Теперь я вбиваю в поиске Path 2D Transform, мы видим, что у нас одна нода осталась. Все, остальные скрылись. Теперь переходим в нашу ноду, которую нужно переделать. Вот она, Select Path 2. Нажимаем на нее два раза. И что я хочу тут переделать? Так, атрибуты я закрою. Смотрим на переменные. Мы видим, что у нас переменная длины, вот она. И она называется в программе вот так. Я копирую и вбиваю тут в поиске. И мне показывается, где используется эта переменная. Значит, в этой ноде и в этой. Смотрим на эту ноду и видим, что она на самом деле нам считает длину сплайнов. Надо заходить вот сюда в пиксель процессор. И здесь смотреть. Итак. Вот она, карта черно-белая входит. Она тут читается. Вот черно-белая карта читается здесь. И сравнивается с длиной. С переменной длины. Если больше, то идет сюда дальше. Если меньше, то если длина контура больше, то идет сюда. Если меньше, то идет сюда. И здесь можно переключать. Я сейчас это вот так отодвину. Первое, что я сделаю, я добавлю новую переменную. Range. Она у нас будет float 1. И сделаю небольшое значение. Пусть она будет везде рейнджем. Дальше. Булевую операцию я удалю. Это у нас переключалось, инвертировалось выделение. Оно нам не нужно. Я удаляю. И тут появляется ошибка, потому что я удалил переменную, она тут присутствует. Сразу заходим сюда. Вот она, булевая переменная. Она у нас не ссылается никуда, поэтому мы ее удаляем. И удаляем вот это все. Значит, вот сюда сейчас будет входить наша выборка контуров по диапазону. У нас есть путь. Мы сейчас добавим переменную новую, которую мы ввели. Range. И сейчас из переменной длины мы вычтем диапазон и добавим диапазон. То есть получается, я добавляю сюда. Это у нас верхняя граница диапазона. И вычитаю. Это у нас нижняя граница диапазона. Теперь
Это я все удаляю. Я сравниваю длину контуров, которые приходят отсюда. Если контур находится в диапазоне в данном, то есть на самом деле он должен быть меньше вот этого числа и больше вот это. Поэтому мы ставим, если меньше вот этого числа и больше вот этого числа. И это значит логическое и вставляем сюда. Если это условие срабатывает, то рисуется, то показывается сплайн. Так, давайте сохраним. Откроем какой-нибудь пустой проект. Возьмем форму. Гауссен, к примеру. Лестничный градиент. Давайте возьмем параболоид. Поставим тут, допустим, 14 значений. Возьмем Edge Detect. Сейчас проверим, работает или нет. И теперь Mask to Paths. Итак, у нас появились контуры. И вытаскиваем нашу ноду. Path Select 2. Вот она. Я ее вытаскиваю. Проношу сюда. И теперь сразу вытащу ноду Preview. Через нее будем смотреть, что у нас тут показывается. Итак, сейчас стоит у нас по ID выборка. Один сплайн. Поэтому мы переводим по длине. Так, у нас диапазон небольшой, длина текущая небольшая. Поэтому увеличиваем диапазон и увеличиваем длину. Так, увеличили. Сейчас, если мы диапазон будем уменьшать, вот мы видим, что у нас происходит выборка сплайна. Так, давайте я поставлю большое число. Вот. И вот мы видим, что у нас диапазон работает. Мы таким образом можем взять из всех сплайнов выбрать диапазон. И что я сделал в моем примере? Я просто сделал достаточно маленький диапазон в один сплайн. И они у меня выбрались все. То есть у меня было 4 сплайна. Давайте я сейчас опять открою мой проект. Так, эту ноду я удалю. Итак, находим наши два сплайна. Вот, получается, один и второй. То есть тут на самом деле их было немного, 4. То есть 1, 2, 3, 4, и они повторяются. Но если у вас, допустим, их 10, 20, то проблематично по одному выделять. И можно спокойно пользоваться своей нодой. Так, ноду мы свою сделали. Давайте вернемся к моим примерам. Так, это я все закрываю. Tools я закрываю. Открываю наши примеры, которые у нас были. И на самом деле мы использовали легкие примеры, когда у нас нет пересекающихся, не пересекающихся, а фигур, находящиеся друг в друге. Смотрите, если я сейчас возьму формы, допустим, форму квадрата и форму круга, круг я уменьшу, сблендю их через Subtract и сделаю тайлинг. Допустим, здесь 3 и здесь 3. И давайте еще кружки сдвинем офсетом. Вот, отлично. Можно даже чуть-чуть поменьше кружки. Итак, у нас появились наши контуры.
И теперь, если я захочу использовать Vertex процессор, давайте возьмем Simple для примера. Возьму превью. В функции я выберу переменную Vertex Pos и сразу поставлю ее на вывод, чтобы у нас просто показывались все контуры. Итак, смотрите, если я сейчас захочу использовать, как в предыдущих примерах, Float Fill, давайте попробуем. Вот здесь я беру Float Fill. И я понимаю, что на самом деле мне нужна и вот эта форма, и вот эта форма. Поэтому придется нам еще сделать это Edge Detect. Я применяю Edge Detect и уже вытаскиваю через Float Fill. Так, уже лучше. Только, когда происходят вот такие вот формы круглые, тут появляются проблемы. Сейчас я не вижу их еще. Давайте я сейчас вытащу ноду toIndex. И вставлю вот так. Мы посмотрим. 31 форма. Угу. 31, если мы тут посчитаем. Раз, два, три, 9. На самом деле 18. Где-то появились еще дополнительные формы. Давайте их выявлять. Я уберу здесь расширенную форму вывода. Применю к этой ноде Float Fill to Position. И возьму применю Distance. Возьму маску. Смотрите, вот у нас, я вижу, какой-то глюк появился. Возвращаемся сюда. Вот про что я говорю. После Edge Detect вот такие вот темы очень часто появляются. Чтобы от них избавиться, нам нужно сделать небольшую функцию. Я нарисую сейчас текущий пиксель. И его окружает 8 пикселей. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И нам нужно написать функцию, которая проверяет все значения соседних точек. Если они одинакового цвета, то текущий одинакового цвета черный, то текущий пиксель закрашивается черным. Но это в данном случае для фикса ноды Edge Detect. На самом деле, я сейчас, если начну писать функцию, она у нас очень будет похожа на ту, очень будет похожа на нормалки. И мы делали еще один фильтр. Начало будет похоже, где я определял все 8 точек. Поэтому я предлагаю сделать уже файл с функциями, которыми мы будем пользоваться в пиксель-процессоре. К примеру, вот если я зайду в пиксель-процессор, я вобью 8 пикселей, и я увижу, что тут есть какие-то функции. У вас таких нету, потому что это мои собственные. Вот, к примеру, функция MaxGray. Что она делает? Она проверяет соседние пиксели и выводит здесь максимальное значение из этих 8 пикселей. В принципе, этой функцией можно уже пользоваться. Если максимальное значение будет равно нулю, а вот здесь вокруг у пикселей у всех 0, у соседних, потому что это жесткая маска идет у Edge Detect. Если у соседних пикселей у 8 будет максимальное число нулю равно, то закрашиваем эту точку. Давайте зайдем в функцию и посмотрим, что там внутри находится. Смотрите, вот такая вот схема, мы уже рисовали ее. Помним, да? То есть мы рисовали сдвиг 8 точек, рисовали сдвиг 8 точек на 1 пиксель относительно текущий, увеличивали все на единицу на длину пикселя, добавляли к текущему значению
позиции пикселя и уже проверяли, какое значение находится в соседних пикселях. И здесь я уже использовал стандартную функцию max, которая у вас выведется при поиске сразу же. И она выводит здесь максимальный результат, максимальное значение. Максимальное значение из 2, из 4 и из 8. Давайте попробуем создать самостоятельно эту функцию. Я закрою ее. Чтобы создать файл с функциями, нужно открыть новый проект, но не Substance Graph, а Substance Function Graph. Открываю и сразу я его записываю. Записываю я его, опять же, в папку с библиотекой с моей. То есть путь, который прописан вот здесь вот. То есть я сохраняю как в данную папку на D-диск Substance Lib и называю, допустим, мои функции 0.2. Назвал. Все, и теперь мы можем создавать функции. Давайте мы вот эту функцию переименуем, как-нибудь назовем. Чтобы вам было удобнее искать, лучше называть по названию, что она из себя представляет. В данном случае 8 пикселей проверяется и выбирается максимальное значение. Так как у меня уже такая функция есть, просто я поставлю 0.2. В библиотеке вот здесь show in library нужно поставить yes. Ну, по умолчанию она там и стоит. И тогда у вас эта функция будет в поиске видна. Итак, опять можем сохранить проект. Что теперь мы делаем? Мы теперь создаем нашу функцию. У нас на вход будет одна переменная float2. Я назову ее pos. Это как раз переменная позиции текущего пикселя. И здесь я ее открою. getFloat2. Pos поймали. Все. Входящую точку мы вытащили. Теперь я возьму сразу getFloat2 и вытащу здесь размер экрана, одну из координат и разделю на единичку. Итак, это у нас 1 пиксель. Длина 1 пикселя. Есть. Дальше. Я все это сотру. Нарисую координаты каждых из 8 пикселей. Итак, по оси X здесь единичка. Здесь единичка. По Y. Здесь по оси X единичка, по Y 0. Здесь по оси X единичка, по Y минус 1. Здесь по X 0, по Y минус 1. Здесь по X минус 1, по Y минус 1. Здесь X минус 1, Y 0, X минус 1, Y плюс 1 и X0, Y1. Вроде все верно. И теперь я создаю эти координаты. Первая 1, 1. Вторая 1, 0. Третья 1, минус 1. Четвертая 0, минус 1. Пятая минус 1, минус 1. Шестая минус 1, 0. Седьмая минус 1, 1. И восьмая 0, 1. Так, вроде верно. Теперь я перемножаю это все на длину пикселя. Мне нужно тут скалярное произведение на число 2, 3,
4, 5, 6, 7 и 8. И теперь мне нужно сложить с текущей позиции пикселя. 1, 2, третий пиксель, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Итак, вот это вот были локальные координаты относительно этой точки данного пикселя, а вот это вот уже глобальные координаты относительно всей картинки данной точки. И поэтому мы сейчас будем брать значение карты из этой точки. Вставляться будет у нас в нулевое слот. То есть вы видите, я много механической работы делаю, поэтому удобно сделать функцию один раз и ей пользоваться. Так, сделали, и теперь я проверяю на максимум. Максимум эти проверил. Максимум эти. Максимум выбрал отсюда. Максимум из этих. Максимум из этих. И максимум из этих. И все это еще раз максимум. Все. Здесь у нас максимальное значение, которое находится вокруг текущей точки. И ее мы выводим на функцию. Все. Функция у нас готова. Входящая переменная есть. Вот она. И вот выходящее значение. Я сохраняюсь. Перехожу в мой проект. Захожу, нахожу, где у меня был баг. Так, вот, есть один, нашел. Итак, что мы делаем? Мы делаем пиксель-процессор Grayscale, вставляем сюда в input 0, в input image 0. И как раз вот эту вот карту черно-белую у нас и будет читать функция. Смотрите, заходим сюда внутрь, это мы удаляем. Это у нас старая функция была моя. Это все удаляем. Итак, мы берем текущее значение пикселя и вызываем нашу функцию, которую мы написали. Мы ее можем вот здесь вызвать. Вот она, 8pixmax02. Либо вот отсюда вытянуть. Как вам нравится. И сейчас ее протягиваем вот сюда. На самом деле это то же самое, что если бы мы взяли бы весь вот этот граф и написали бы вот здесь вот. И вместо позиции мы бы вставили вот так. Это было бы то же самое. Но единственное, что у нас эта функция уже готовая, поэтому нам это писать не надо. Так, и у нас на выход получается максимальный пиксель. Теперь проверяем, если максимальный пиксель равен нулю, сравниваем с нулем. Если максимальный пиксель равен нулю, то текущий пиксель у нас будет тоже равен нулю. Если максимальное значение какое-то отличное от нуля, то текущий пиксель будет у нас текущее значение. То есть он не будет меняться. Текущее значение пикселя, мы его вставляем вот сюда. Давайте проверим, будет работать или нет. Да, вот видим, что пропала точка и больше ничего не поменялось.
Давайте прогоним сейчас через FloatFill. Дальше проверим на самом деле, все ли сработало. FloatFill to Index. Проверим количество. 18. 18 островков у нас получилось. Это верный результат. 9 квадратов, 9 кружков. Первую проблему решили. Мы исправили баг у EdgeDetect. Вторая проблема. Когда мы применяем distance, включаем onlySource, когда мы применяем distance, если мы возьмем превьюшное значение путей, давайте сблендим на 50%, то мы увидим, что вот здесь вот эти вот точки будут попадать то ли на это поле, то ли на это поле. А это у нас относится к разным формам во FloatFill. То есть вот здесь вот FloatFill сработал более-менее как-то. И то даже неудачно. Да, даже тут неудачно сработал. То есть тут тоже проблематичные точки. Вот здесь точно будет проблематичная точка. То есть наша карта Distance работать не будет. Давайте мы проверим. Вот он, наш нода Vertex процессор. Я это отодвину. Вот открываем здесь входящую карту, засовываем сюда. И заходим в редактированные функции. Вытаскиваем здесь нашу карту цветную. Помним, что это позиция центра фигуры, правильно? Теперь, как мы делали? Мы вытаскивали здесь координаты x, y с этой карты и вычитали из координаты точки. У нас получался вектор, который направлен, в данном случае, направлен от центра к точке. Теперь, если мы его нормализуем, перемножим на какое-то небольшое значение, чтобы у нас не улетало ничего. Так, перемножим скалярно на число, пока 0, и добавим к нашей точке, к текущей координате точки. Все выведем на output. Смотрим, что у нас получается. Если мы сейчас начнем увеличивать, мы видим, что у нас, да, разлетаются они, но появляются какие-то глюки. Вот здесь вот пополз глюк, вот здесь вот. И это на самом деле еще очень удачно у нас разлетается. Бывает, что разлетается с очень большими багами. Это все происходит, потому что какие-то точки попадают, вот здесь попадает наружу, здесь внутрь. Как нам быть в данном случае? В данном случае нам нужно сделать свою ноду distance, которая бы увеличивала значение от меньшей формы к большей. То есть сейчас, смотрите, кружки нам нужно увеличить и квадраты нам нужно увеличить. Тогда, увеличив квадраты, допустим, на 2 пикселя, у нас весь контур попадет в круг. И увеличив квадрат на пару пикселей, у нас вот этот весь контур попадет в квадрат. Как нам это сделать? На помощь также придет FloatFill нода, которая называется Box Size. Она нам раскрашивает наши формы относительно ее размера. То есть, чем больше формы, тем она светлее, чем меньше формы, тем она темнее. То есть, в данном случае круги у нас меньше по объему, поэтому они темнее. Применяю также Distance. Так, у меня готова, значит, карта Distance.
одна и вторая. Теперь мы можем с помощью пиксель-процессора попробовать реализовать такой план. Давайте зайдем в пиксель-процессор, закидываем сюда черно-белую карту и цветную. Берем текущий пиксель. И вытаскиваем карты на его месте из черно-белой и из цветной. Так, черно-белая у нас первая была. Все верно. Черно-белая первая, цветная вторая. Так, это черно-белая, цветная вторая. Вот таким образом. Итак, получается, что если у нас меньшая форма, то вот это вот значение меньше будет. То есть на границе, если мы возьмем вот этот пиксель, нам нужно черную, более темную фигуру расширить. Значит, если у меня текущий пиксель вот этот, я могу узнать минимальный пиксель вокруг моего текущего пикселя. То есть в данном случае у меня будет вот этот текущий пиксель и браться вот эти значения. Минимальное значение будет какое-то одно из этих четырех. И оно вставляется сюда в текущее значение. Обратите внимание, что мы сразу можем в наш файл записывать еще одну функцию. Это у нас функция максимального значения была. Мы также можем сделать функцию минимального значения. Мы нажимаем на правую кнопку мышки в нашем файле функций. Нажимаем «Сделать функцию новую», «Создать». Называем ее 8pixmin 0.2. Пока она пустая, чтобы одинаковые действия не делать, я просто скопирую вот это все из максимальной функции в минимальную, потому что тут они отличаться будут не сильно. Итак, я скопировал. Теперь не забываем самое главное. Вот здесь во входящие переменные нужно добавить переменную, которая у нас будет float2. Вот оно наше название. Float2. Pos. Все, теперь у нас переменная обозначена, что вот эта переменная входит. И теперь я сравнение максимум удаляю и ставлю тут минимум. 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 И здесь. Так, перепутал. Еще один. Еще один и последний. И сделаю это выходной нодой. Все, функция по поиску минимального пикселя у нас готова. Сохраняем наши функции. Переходим в наш граф. Заходим в пиксель-процессор. Итак, сейчас мы вместо вот этой карты, вместо Simple Gray, вставим сюда функцию 8pix минимум. И уже на вход сюда подключим позицию текущего пикселя. Вот здесь вот теперь у меня минимальное значение соседнего пикселя. Так, это я пока не удаляю. Может быть, еще пригодится. Итак, минимальное значение мы знаем у одного из пикселей. Вот здесь вот, да? Но нам на самом деле нужны координаты этого пикселя, в котором минимальное значение. То есть, если мы будем знать вот эти координаты, мы с помощью этих координат вытащим цвет отсюда и вставим в наш текущий пиксель. Для этого я поторопился с функцией, но минимум тоже вам пригодится. Для этого нам нужно сделать еще одну функцию, которая немножко хитрее. Смотрите, что она делает.
давайте мы скопируем вот эту вот минимальную функцию, создадим новую, скопируем ее сюда. Не забываем, что у нас входящая переменная есть float2. Мы ее просто название можем взять, скопировать. Здесь объявить переменную новую, скопипастить сюда название и поставить float2. Так, здесь поставили. Теперь нам нужно вот это все удалить и сделать небольшой хитрый ход. У меня вместе с максимальным значением будет еще и перебираться положение этого пикселя. Каким образом? Я помню, что вот это положение относительно точки pos, а вот это вот глобальное значение на картинке. Нам нужно будет его использовать. И вот это. Мы собираем все это в тройной вектор. Здесь собрали тройной вектор. Главное не перепутать, что вверх у нас получается значение пикселя, а вниз это координаты этого пикселя. Вверх значение, низ координаты. Вверх значение, низ координаты. Еще раз. Еще. Так, и последний раз. Итак, у меня готовы трехмерные вектора, в которых есть и значения, и координаты пикселя. Что мы с ними можем сделать? Мы можем сравнивать их. Давайте для этого тоже сделаем функцию. Я скопирую сейчас вот эти два значения, создам новую функцию, вставлю их сюда. И теперь я вспоминаю, что первая координата x это у нас значение пикселей. И я нахожу тут минимальное значение из них. То есть, если верхний вход больше, чем нижний, извиняюсь, то на выход у нас минимальное значение будет нижний. Нижний. Давайте, чтобы не путаться, мы будем сравнивать, если верхний меньше, чем нижний, то на выход у нас верхний вектор. Иначе нижний вектор. Итак, на самом деле нам нужно добавить сюда в нашу функцию две переменных. Давайте я сначала input 1 поставлю. Это переменная float3. И точно так же скопирую, вставлю input 2, float3 тоже будет. И теперь здесь нужно нам их поставить. Input 1 и input 2. И заменяем ноды. А эти ноды удаляем. Так, все. Эту ноду делаем мы выходной. И назовем как-нибудь local min float 3. Почему я сделал local? Потому что я не хочу, чтобы эта функция у меня появлялась в поиске при пробеле. И теперь я в атрибутах ее отключаю. Она у меня будет использоваться только в моей функции вот здесь вот. Я захожу в нее. Давайте мы ее назовем. Это у нас будет 8 pix min return position. Итак, назвали. И теперь мы вытаскиваем нашу локальную функцию. И вставляем вот так ее. На выходе у нас появляется минимальное значение и координаты этого минимального значения. И я также сравниваю с соседним и так далее.
Итак, получается у нас 7 сравнений. Так. И последнее. Все, теперь вот здесь вот у нас здесь на выходе минимальный соседний пиксель, где в x координате значение его, y, z координаты это позиция его. XY. Итак, записали и делаем ее выводной нодой. Заходим в наш граф с дистансами. Эту ноду, эту функцию мы удаляем и вставляем теперь новую, которая возвращает нам позицию. Итак, в текущей точке эта функция рассчитывает соседние пиксели у черно-белой карты. Вот здесь вот в функции стоит input 0. Если у вас вот здесь черно-белая карта будет в единичке стоять, то функция не сработает. Поэтому аккуратней. Черно-белая карта в image 0, цветная в image 1. Итак, на выходе у нас минимальное значение и координаты его. Вытаскиваем координаты. В данном случае нам нужны y и z. Это у нас координаты x, y. На самом деле надо было их поставить x, y, чтобы не путаться. А третья координата значения, ну, уже сделали как сделали. Вы можете переделать, вам, чтобы удобнее было. И теперь мы берем значение инпута 1 не из текущей точки, а вот из этой точки. Это уже у нас глобальная точка на графе. Поэтому мы берем значение это. И теперь вставляем в текущую. Смотрим, что у нас получилось. Вот у нас пиксель-процессор. Давайте посмотрим. Кстати, тут глюк опять вылез. Мы маску использовали отсюда. Давайте мы вот так вот перекинем. Во, все пропал. То есть было вот так вот. Мы помним, что вот здесь вот была точка. Нужно маску тянуть отсюда. Так, смотрим. Было вот так, стало так. Мы видим, что квадрат у нас увеличился. Давайте с кружками посмотрим. Было так, стало так. И кружки тоже увеличились. И давайте еще на самом деле увеличим еще на 1 пиксель. Теперь, чтобы увеличить еще на 1 пиксель, нам на самом деле нужно и черно-белую карту тоже увеличить на 1 пиксель. То есть мне нужно сдублировать эту ноду и взять значение из черно-белой карты. И ее поставить в Grayscale. Проверяем. Все работает, отлично. Да. Итак, у нас теперь совпадает вот эта карта и вот эта по пикселям. Да, совпало. И точно так же дублируем. Только на вход ставим теперь пиксель-процессор и черно-белую карту вот эту. Теперь по умолчанию у нас получается на 2 пикселя сдвинулось все. И если мы сейчас проверим положение с нашими путями, тут плохо видно, потому что тут еще и контур есть.
Но на самом деле, вот видно наша маска новая. Давайте я возьму превью. На превью будет лучше видно. Да. Я превью не вытащу. Я превью не покажу тут. Ну ладно. То есть на самом деле вот новые границы у нас получаются. И получается каждый контур у нас сейчас замаскирован правильно, как нам нужно. И теперь мы вставляем position не с этого дистанса, а вот с этого, с измененного. Давайте мы сразу включим финальный результат и вставляем его сюда. Мы видим, что у нас исправились баги. Давайте сделаем поменьше. И превью, на превью сделаем их покрупнее, чтобы было видно. То есть мы видим результат, как было до. Вот у нас поползли углы. И как стало после. То есть в данном случае маска все перекрывает. И теперь можно использовать вот такие вот сложные формы, которые входят друг в друга. И точно так же использовать float fill для Vertex процессора. Так, файлик с функциями мы сохраняем, закрываем. Мы его потом можем открыть и добавить какую-то новую функцию. Она у нас будет в поиске. Мы будем ей пользоваться. Это очень удобно. Так, на этом, наверное, все. С Vertex процессорами Simple и обычным разобрались. Рассмотрели много приемов, как можно его использовать и где. Плюс ко всему мы создали свою ноду дополнительную. У меня она называется Select Range Path. У вас может быть по-другому как-то. И можете достаточно комфортно работать с графами, с путями и со сплайнами. Все.